чей Крым? Крым? Ну, меня спрашивали. Ну, как это дебил ответить Крым крымчам, это Ну, Крым крымчан – нехорошо. это глупый ответ. Ну, Это все я равно, что сказать, простите, вы из какого города? Киров. Киров. Это все равно, что сказать Киров кировчан. Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище. Кошмар. Щоб у клятих московитів пір'ям горні поросло. Здрасте. Доброй ночи. Не Меня знаю, Марк как- зовут, вас как величать? Я это же хотел спросить. Меня Серега, как вас? Ну, Меня Марк. очень приятно. Я из Киева, вы откуда, Сергей? Кировская область. Кировская область. Понял. Вы Ясно. откуда? Я из Киева, Киев. Видите, он из Очень приятно. Киевской, а он из Киевской. Как раз в разных. Понял, услышал, но созвучно Кировская, Киевская. Ну, это из фильма. Фефочка. Ну, там Ролан. Логопев. Фефочка. Хорошо. Понял. Ну, сегодня я общался, как минимум 2 человека очень адекватные, хорошие люди с Украины. Ну, так тут большинство таких. Не, там есть, как бы, из нашей... Мы же не с вашей россияне. стороны, У нас тут большинство адекватных. есть ебанатов дохуя там бывает. Ну, У два нас адекватных есть, но человека. мало. Ну, к счастью. Я ж тут живу и в России жил. Да, ну у нас тут намного меньше дебилов. Ну, просто. Ну, единиц. я не- Ну, а в я не России такой- просто каждый... Да какой там каждый второй? 3 из 4. У нас нет такой статистики, чтобы, блядь, плохо Статистики дебилов. нет, но ощущения. Я ж тут все время беседую с россиянами. Найти нормального – огромная проблема. Все конченые практически. Вот вы нормальный с Ну, виду. Ну, мне очень понравилось 2 человека, они очень Я уже понял. адекватные. Вы сейчас будете мне рассказывать про своих бывших. Не стоит. Ну, я просто... У меня есть надежда, что мир не кончился опять. Просто есть Что не люди понял нормальные. еще раз, Сергей? Что? Давайте, ну смотрите, что там, кто у вас раньше был, кто там раньше был у меня. Я имею в виду собеседники. Это же не имеет значения, правда? Ну, я просто... Вы опустился. сейчас мой собеседник, я ваш собеседник. Да, К хорошо, чему всё. вспоминать старое Ну, дрожжи? всё такое. Вы не против, если я сегодня праздник 17 октября бахну? 17 октября, что за праздник 17 октября? Ой, 7 октября. А что за День праздник революции. 7 октября? Великая Октябрьская революция. А, переворот, понятно. Но как это у вас сочетается? Это Я праздник, советский, когда я большевики советский человек. начали убивать священников, а у вас такой здоровенный крест лежит. Подождите, я потом вам расскажу. Ну, смотрите, Вот крест есть- у вас висит на стене. Да, Православный А вы- крест. да. Те, кто победил во время Октябрьской революции, убили столько православных священников, сколько не убил никто другой за все предыдущие годы существования православия на этой земле. А можно вам отвечу? Можно. Вот есть как бы, как река течет, есть как бы история продолжаться. Ну, есть, к примеру, этого и не было, да, к примеру, вот это Ничего вот не так. понял, Сергей. Я пока не понял, Вот кто есть- на ком стоял. Если бы не было этого этапа, к примеру, в жизни такого, да, возможно, история повернула в другую сторону. Так вы Но сторонник если Гитлера? бы она в другую сторону повернулась, Так вы то сторонник вас бы не Гитлера? было, меня бы не было, так ведь? Еще раз. Так вы сторонник Гитлера? Нет. Но если Я- бы не было Гитлера, то все повернулось бы в другую сторону, и вас бы, возможно, не было. А если не было Путина, то и не было войны. И я о тоже том сейчас. же. То есть, видите, Ну,
То есть не надо оценивать Если события. что-то было, А? была одна ситуация, к примеру, вот этот праздник, он был великий праздник в России. В Там тоже Советском наши... Союзе вы ошибаетесь. Нет, у меня есть мое мнение. Я не должен под кого-то писать. Ну хорошо. Вы коммунист? А что? Вы коммунист? Я за коммунистов. За коммунистов. Да. За Зюганова. И Зюганов проданный, и там в коммунистах есть А нормальные. кто? Грудинин. Именно Бондаренко. Бондаренко? Да. Понял, даже не слыхал, кто такой. Забейте, он самый известный человек. Бондаренко. Самый известный коммунист в мире. Не продажный, он нормальный мужик. А на ваш взгляд, кто самый известный сейчас коммунист в мире? Бондаренко? Я говорю, для меня Бондаренко. Зюганов это продажный Нет, в человек. мире кто самый известный коммунист на сегодня? Коммунист? Из живых или Из вообще? живых. Ну как? Бондаренко? Если самый известный, то Бондаренко. Нет, самый известный, то Зюганов. А для меня Бондаренко. Ну, на самом-то деле, самый известный Си Цзиньпин. У них это... Ну, он Как коммунист. сказать, Коммунистическая Нет. партия Китая. При она... власти. Там уже извращенная форма коммунизма. Понятно. Так а в России что, не извращенная? Вечно голосуют, как скажет Путин, так коммунисты и голосуют в Госдуме. Ни разу против не пошли. Я не то чтобы поспорю, да. Хотел бы так, что независимая партия, за себя имела. Но Путин их имеет, как бы, они под него пляшут. У нас просто не А могут. Бондаренко не пляшет? Нет, вот. А вы его слушали, нет? Нет, я даже не Сказали, знаю, вы кто знаете. это. Он в тюрьме Вот. сидит? Нет, он просто Тогда, ничего не значит, завтра он пляшет посадят. под Путина. У вас Нет, всякие, кто не послушайте, пляшет под Путина, или убивают, или садят в тюрьму. Одно из двух. Он просто на волоске его завтра, послезавтра посадят. А чё ж до сих пор не посадили? Ну, просто... Значит, есть договорнячок. Ну, вот, Все, кто... вот смотрите, все все, люди так говорят, что типа он подкупный там, все такое. все, кто против Нет, Путина, мы- или убиты, или нет, в тюрьме, мы или за знакомы с границей. Нельзя быть Давайте сейчас в России политиком и быть против Путина. Давайте так договоримся. Ну, не договоримся, а просто, если вы не знаете, сначала послушайте, а потом как бы О видно чем будет. слушать, если он коммунист? Я антикоммунист. Ну, он хорош. Есть хороший коммунист, а есть хреновый. Хорошие к примеру, коммунисты были при Советском Союзе, и то не все. Были те, кто были, верили в это, не могли разобраться, информации не было. Но сейчас, когда информации полно, трудно быть хорошим коммунистом. Хорошо, как вы относитесь к Сталину? Ну, как, не 100%, но если б не он, то было бы хреново. Угу. Хорошо, а к Ленину? К Ленину тоже 100%. Тоже хороший человек. Ну, нет, давайте я вам объясню так. Меня как воспитывали в то время, как бы я был ребенком, пионером. И я был комсомольцем, ребенком, пионером и даже комсомольцем. да. Я не договорил. Мгм. Вот есть как бы люди, я, если так, не то что воспитан, да, я, к примеру, не предаю людей. Если у меня такое есть воспитание, у меня есть такое воспитание. Может, со временем что-то я пойму, если я неправильно делаю, я, может, возмущусь там, все такое. Ну, за глаза я говно не буду делать. Ведь. Понял, Например, Сергей. я Вопрос к вам. Из-за чего, какой смысл, почему Россия напала на Украину? это
борьба олигархов. Ну, и как бы, по моему мнению, это Путину держаться у власти. Мгм. Но Ну, народ-то наиболее- поддержал, Ну, это значит, все одна правильно. причина. Ну, вторая причина, наебнуть, короче, там же тоже не просто так пустая земля. В смысле не просто так, не понял. До хрена, блядь. И потом своих людишек пристроить и просто руками народа, блядь, это... Ну, народ-то поддержал, и коммунисты, кстати, поддержали. И потом еще показать, что я, типа, крутой, блядь. Ну, Не о том, и- Сергей. и вроде не- Коммунисты ведь тоже поддержали нападение на Украину. А с чего взяли, что коммунисты поддержали? Ну, в Госдуме коммунисты проголосовали. Тогда ни одного голоса против не И было. Вот насчет этого Бондаренко, насчет этого я слушал. Он же не в Госдуме. Не, в Госдуме это там, это, знаете, как Все это... до единого проголосовали за введение войск в Украину. Насчет этого с вами не буду спорить, потому что этого не видел, блядь. Как, если бы Ну, это известный факт. Проголосовали единогласно. в данный момент Хорошо, я в этом- скажите, пожалуйста, вопрос следующий. На ваш взгляд, Сергей, чей Крым? Крым. Ну, меня спрашивали, как это дебил ответить Крым крымчам, это... Ну, Крым крымчан — это глупый ответ. ну, Это я- все равно, что сказать, простите, вы из какого города? Киров. Киров. Это все равно, что сказать Киров кировчан. Я думаю, знаете, как бы ответил? Если бы без нажима спросили вот в данный момент люди, которые там живут, не, подождите, как бы, я два ответа скажу, и как мое мнение. Из людей, которые не нажмут, да, к примеру, сказали, где лучше им. Скорее они всего скажут, что при Путине больше их зашугает, блядь. Ну, по идее, это, где они раньше были, там и пускай и будут, блядь. Чё То есть Украине? Крым украинский. Ну, по идее, да, потому что Россия и Крым, он, с одной стороны, нахуй не нужен, территория дохуя. Но Крым, он нужен был Путину стратегически, чтобы там полуостров, чтобы море было, блядь. Зачем? Ну, потому что был Черноморский флот, блядь. И Его, что? чтоб До не 42 года был договор с Украиной о том, что Черноморский флот... До Там же он 2042 был не года. он российский, но там как в аренде он был. блядь. Ну, до 42 это- года. Ну, и чтобы это было его, он из этого... Вот, Ну, из-за хуйни, 28 лет еще оставалось. Так, знаете, вот, по моему мнению, как бы это виноваты не то, что как бы Путина я не поддержу, но Украина мозг ебала сколько лет, блядь, с газом, с хуйней, блядь, там тоже правительство, блядь, не айс было, Ничего блядь. не понял. А что же Украина делала неправильно? Покупала Вот, газа знаете, у вас больше, чем другие Вы страны. помните, каждый, как-то не каждый год, перед Новым годом, там были терки, блядь. Ну, А конечно. что, блядь, нормально не договориться, блядь. Россия нахуй на пыталась Новый год? продать Украине газ за какие-то совершенно сумасшедшие деньги, дороже, чем Германии. Хотя до Германии Не-не-не. дальше этот газ гнать, Германия Не, покупала газ в 1,5 раза дешевле, чем Украина. И Украина считала, что это несправедливо. Нет, давайте вы тоже как бы... Я не Германия политик, покупала по вы сейчас 309 обсуждаете долларов. страны. По Просто 309 долларов ненормально. за 1000 кубометров. А Украина по 450. Минус скидка 100 за то, что Черноморский флот все равно получалось дороже, чем у Германии. Так там же есть такие как бы, представьте, послы, там, договорщики. И Россия Транзит грабила всё Украину. можно. Могли бы обсудить, но не, Да не могли обсуждали. договориться. Россия грабила Украину. Потом Россия же подала на Украину в суд насчет газа. И суд присудил, что Россия должна. Что она не додавала ладно, денег хорошо. Украине. И Россия выплатила почему? почти 3 миллиарда долларов. Суд Давайте я решил, тоже- что это не Украина воровала газ, а Россия воровала украинские деньги. Дайте я вас тоже перебью. Давайте. Вот сейчас, к примеру,
у нас бензин 70, 80 рублей за литр, да? Ну, В это Казахстане, немного. в Казахстане 4 рубля, блядь, стоит, блядь, 20 Что-что? рублей, Не блядь. понял. У нас 60 рублей, 80 рублей, да, литр. В Казахстане 20 рублей, блядь, сука, блядь. Ну, отлично. Так нет, Так тоже у там. них Как хватает разбираться, бензина, а у блядь. вас нету сейчас. Так казахстанский, наш российский бензин в Казахстане стоит в 4 раза Почему? У дешевле, них чем- свой. Казахстан страна, где нефти тоже немало. У Казахстана Так есть нет, своя вот. нефть и газ. Вот 5 километров разница, блядь. пиздец. Еще раз, у Казахстана есть своя Я нефть и не свой спорю, газ. что у них свой есть. Но но это там не ваш какие-то- бензин у них. У вас сейчас запрещено продавать бензин в другие страны, у вас самим не хватает. Мы разбомбили 40% ваших нефтеперерабатывающих заводов в европейской части. У вас сейчас проблемы с бензином. Хорошо. Вы как бы Это хорошо. человек, понимаете, Вот тут я с вами согласен. Хорошо, но мало. До конца года должно быть 50% как минимум. У вас же, знаете, приняли У нас- решение, ну, сейчас принимают Бензине решение о том, что можно акцизов добавлять в бензин для повышения октанового числа, во-первых, спирта до 10%, а во-вторых, насадки ММА. Это ядовитейшие вещества. И во всем мире они запрещены. В России они тоже были запрещены, но сейчас их разрешат. Вы меня сбили с толку. Еще такой вариант. Возвращайтесь в толк. Ну как вот, как вы считаете, вот, к примеру, вы нормальный, адекватный человек, да? Ну, относительно. Все сейчас относительно. Ну относительно все считается. Ну, Путин же не экономист, блядь, ничего. А себя строит пиздец какого стратега, историка, блядь. Ничего не понял. Еще раз, Сергей. Ну же просто вот нормальному человеку, да, ну, не все же в России дебилы, блядь. Ну, Не просто, все. ну, блядь, Не все. да. Ну, почему-то большинство же- поддерживают войну. И радостно кричат «Вперед! Вперед! Дави их!» Они не понимают. Вот знаете, вот я вам скажу, я своей мамане, да, вот в последнее время, она говорит, я за Путина, он до такого доведет. Ладно, войну устроит. Ну, устроил, главное, не у нас. Я говорю, вот, блядь, только у нас. Забрали племянника. Он такой, ну чё вы, кое-как выдернули. Выдернули. Ну, хоть не у нас дома, блядь. Ну как я маманю, вот если был бы чужой человек, я просто по башке бы ебанул. Ну, как я с маманей, я не могу ей доказать просто Кому? Маме? все. Ну, все промыли, блядь. Ну, как вот с такими людьми общаться? Смотрите. Раз. Это маме вашей, да? Ну и как я не могу от нее отказаться, блядь, Я понимаю. то, что- Но смотрите. Если целому народу 80 или 90% смогли промыть мозги, значит, этот народ, у него в душе вот это зверство. Значит, желание нападать на соседние страны, Она ну, нормально, представьте отлично себе, идет. вот я всегда привожу такой пример. Если бы вдруг Украина напала на соседнюю Молдову, маленькую страну, что там ее завоевывать? У нас бы, я бы первый, и вообще тысячи людей, может быть, десятки тысяч, в тот же день вышли бы к администрации президента с плакатами «Руки прочь от Молдовы». У вас много повыходило? В 2014 году «Руки прочь от Крыма». «Руки прочь от Украины». Нет. Может быть, пару человек в Москве там немножко было. И в 22-м тоже в крупных городах, может быть, вышло там 100 человек где-то. Нет, все остальные ура, радостно. Захватим, это наше, вернем. Вот эта агрессивность, это есть у россиян. Вы Не, все привыкли знаете, я решать так- силой. Вечно трясете Я вот- ядерной дубинкой.
Так еще с Советского Союза было. Советский Союз была очень большая, агрессивная страна. И Россия точно так же. Наверное, вас немножко перебью, если вы... Да, я вас слушаю. Я закончился. Жду вашего Вы- ответа. Как бы я ваше мнение как бы ценю, слышу, да, но вы не совсем правы, что все русские типа агрессивные, такая фигня. Кто сказал русские? Ну, Я слово русский не назвал. Россияне. А там и буряты, там и якуты, там и Скажешь, аварцы. если скажешь не русские, россияне скажут, не россияне, скажешь русские, потом скажут, русское это прилагательное, начнется ебля такая, что вы откуда произошли. Просто Нет, мозги мне этот совсем- вопросы лингвистики мало ну интересны. вот, со всех сторон ебут, это мозги заколот. Это не интересно. Мне важно, что есть страна, Россия, государство, Российская Федерация, есть народ, россияне, и этот народ агрессивный. Хочет убивать. Ну, просто вот это желание захватывать и убивать неискоренимо в этом народе. Хорошо, возможно, вы правы в том, что они как бы агрессивны. А почему? Значит, это КГБ не спит, блядь. Оно делает как бы политику такого голодный, значит агрессивный, блядь. И нас держит на поводке, блядь. Наверное, скорее всего, так или хуя знает. как Есть они полно пришли. других стран, где люди живут еще хуже. Ну, И там блядь, между я собой Африку иногда, не но не слышал, нападают блядь. на соседей. Ну, а кто соседи, блядь? Ну, Ну, соседи, Нет. мы ваши соседи. Ну, возьмем какой-нибудь там, не знаю, там, Бразилию. Да, там тоже люди живут не сладко. ну, Это же не Бразилия значит, есть что они народы, полезут которые- воевать с Аргентиной. Ну, знаете, как Греф сказал, надо людей держать, чтобы они были тупые, блядь, и нищие, блядь. Ими легче управлять. Если Ну, человек тут вот, я с вами блядь, согласен. мы тогда они выебут В России нас, блядь, удалось. нас никто не И все равно последние годы перед войной уровень жизни в России рос. И был не такой уж низкий, был выше, чем в Украине, или в Молдове, или в Казахстане, или в Узбекистане. Уровень жизни в России был выше. А вы нет. все равно напали. Дело не в Стопэ. том, что голодное. Уровень жизни В тем, это что злые. как считается. Есть вот считаться как бы у одного 2000, а у другого 250 миллионов в Понятно. день, блядь. Вот, это... Это расслоение. Есть такая статистика, если разница 70 раз, разница средней и высшей, да, это прервенционная ситуация, блядь. У нас, сука, в 150 раз, блядь, у нас нихуя, блядь, не Ничего. происходит. Потому что, с одной стороны, россияне это стадо баранов, с другой стороны, это оно агрессивно по отношению к соседям. Ну, блядь, я считаю, что россияне бараны, блядь. Но я, сука, не агрессивный, я баран, но не агрессивный. Вы нет, но это большая редкость. Но Ну, вы почему? коммунисты, Я- это уже тоже говорит о вас У меня- не самым лучшим образом. У меня друзья хорошие, не агрессивные. Еще раз. Вы коммунист. Это говорит, коммунисты вообще очень агрессивные. Еще с Советского Коммунисты не Союза. агрессивные, а у меня Нападали друзья на Афганистан. Да, устроили в Праге, что Ты мне, короче, давай пахнуть, блядь. У меня в уже Чехословакии в 68-м народ танками давили. можно я... В 56-м можно. Венгерское восстание 56-го задавили танками, поубивали кучу народа. То есть коммунизм это очень агрессивное политическое течение. А капитализм? Он что, лучше? Что? Гитлер был еще хуже, тут вы правы. Не, капитализм лучше или что? Конечно, капитализм лучше. Да. Социализм стремится к равенству, к общему достатку. А капитализм им похую на других, блядь, людей, блядь. Это не так. Только- Посмотрите на Норвегию, Швецию, А вы читали Финляндию. Карла Маркса? Энгельса? Я знаю такого, так был такой дядька. Ну, Карла Марла, да. там все
распятанными. С тех пор прошло немало времени. Времена изменились. Ну, Швеция, конечно, давайте возьмем за пример Швецию или Финляндию, или Норвегию, или Данию. Это капиталистические страны, но они из капитализма сделали практически социализм. Не из коммунизма социализм, а из капитализма социализм. И там все живут очень хорошо. И расслоение общества минимальное. я с вами соглашусь на 100%, если без доли коррупции. А у нас же все, блядь, Я не о проебанное. том. Я ничего не имею против социализма. Неплохая формация. Хотя, конечно, капитализм лучше. Но даже капитализм, так сказать, с человеческим лицом социалистического типа, это нормально. А вот коммунизм – это агрессивная форма. И из коммунизма настоящий социализм никогда не появится. Не, изначально был социализм, а коммунизм как будущее. То, что Как бы называлось... коммунизма никогда не было. Был Понятно. социализм Я имею в изначально. виду коммунизм как идеология, коммунистическая партия, Это идеология, она которая строила недостижимая. развитой социализм. Строили, да Ну, не достроили. коммунизма не может быть по идее, потому что Понял. народ как бы это был должен каждый быть идеальный. Не Такого идеальный. не может быть. А социализм, он как бы развитый, развивался. Просто Ельцин, Развивался и недоразвился. ну, В Китае, Давайте. например, они сделали хитро, они объединили некоторые социалистические идеи с капитализмом, самым настоящим, махровым. У руководства остались коммунисты, а экономика действует рыночная, и они добиваются успехов. ну, я думаю, это все деньги подкупает, это, Понял. как говорят, заебали и американцы, блядь, дороги хуевые, Америка виновата, блядь. Опять. Я тоже считаю, что американцы, вот эти пиндосы во всем виноваты. Этот Обама особенно обоссал все подъезды в России, я же знаю. И чуть что, где это Обама нагадил. А сейчас уже после этого, а сколько потом помочился там вот этот Байден. А сейчас Да. Трамп постоянно гадит во всех подъездах, и причем по-крупному. Лампочки, сволочь, воруют. Питер ебаный, блядь. Что-то на ядеркой ебануть по ним. Ясно. Хорошо. Маме привет. Племянник молодец, что не отпустили на войну. Вот тут молодец, хвалю. На вопрос, Давайте. чей Крым? Правильный ответ – Крым украинский. Не А вот забейте, это я Крым сам- крымчан – не пройдет.